Наша бригада выполнила около 80-90 пусков. От своих сослуживцев я наслушался такой жести. Украинцы вообще какой-то недонарод, какие-то генетические предатели русского народа. Их вообще можно было бы и как-то уничтожить, хотя бы частично. Неизбежно наткнулся на фото разрушенных городов, на фото буквально военных преступлений. Когда я все это увидел, я, конечно, еще больше ужаснулся, потому что я понял, что вот я буквально соучастник вот этих преступлений. Меня зовут Камиль, я родом из Тюмени, я проходил службу в Бурятии. Я непосредственно по должности вот тот человек, который в специальной программе простраивает маршрут полета ракеты. Мы сейчас говорим, собственно, о ракетном комплексе «Искандер». Был вынужден бежать за границу. Детство было вполне себе обычное. Я рос в семье милиционера. В 6 классе я из каких-то, можно сказать, романтических побуждений решил стать офицером. Не доучился 2 года, забрал документы, ушел, поступил на дизайнера. А потом надо было идти в армию. У меня, конечно, были варианты, как избежать армию, но я почему-то на тот момент решил, что оно того не стоит. Это был 21 год. Пойду на контрактную службу, заработаю какую-то денежку, и спокойно уйду после 2 лет на гражданку. Я выбрал контрактную службу, а не срочную, из-за, во-первых, заработка. Второй момент – это условия, то есть у меня была возможность выбирать часть, в которой я буду служить. И я, собственно, выбрал ракетную часть в Бурятии. И в-третьих, это свободное время. У контрактника оно все-таки есть. Вот эта ракетная часть города Улан-Удэ, целиком контрактная часть, то есть там срочников вообще не было. Подготовка здесь целиком и полностью ложилась, конечно, на командиров взводов. То есть если они действительно хотели заниматься боевой подготовкой с солдатами, они это делали. Но подавляющее большинство, конечно, им было просто лень. Смирно! Приказываю совершить марш в Бессонный район. Внимание! Ракетный комплекс, он из себя представляет, во-первых, пусковую установку. Идет в комплекте с ней заряжающий расчет, который, собственно, устанавливает ракету на эту пусковую установку. И есть, собственно, ППИ, пункт подготовки информации. Отдельная машина, единственная функция которой – это перевозить ноутбуки специальные армейские и операторов. Раз в несколько лет проводятся учения, обычно в Капьяре, рядом с Астраханью. Это конкретно крылатые ракеты, конкретно изделие 9М728. Это действительно такая штука, которая позволяет на большом расстоянии, а мы говорим о 500 километрах, огибать отдельные какие-то участки маршрута. Высокий рельеф, горы, например, или небоскребы, они, конечно, могут помешать. На учения вот эти я не попал, а попал сразу в Беларусь. Официальная информация звучала так, что мы едем участвовать в общих российско-белорусских учениях. Ходили слухи среди солдат и офицеров, что мы едем на войну. Беседа была вот буквально такого содержания, что там что-то на границе намечается.
скорее всего, могут быть какое-то вооруженное столкновение. И тебе нужно быть к этому готовым, ну, чисто морально, что ты можешь принять участие в вооруженном конфликте. Когда мы оказались в Беларуси, по факту мы не принимали участие в каких-либо учениях. Мы развернули лагерь на территории белорусского полигона артиллерийского и просто там находились целый месяц. По своим должностным обязанностям я не работал, занимался тем, что сторожил технику. 24 февраля мы, разумеется, уже были на позициях, а выдвинулись мы туда чуть раньше. Соседей не видели, соседних расчетов пусковых и заряжающих. Собственно, я, наряду с другими солдатами, занимался охраной техники. И, соответственно, утром 24 февраля, как раз-таки было часов 5 утра, был выполнен первый пуск. Шмель, принял пуск немедленно. Расчеты, пуск немедленно! Я увидел, как сначала все было так окрашено в красный цвет, и ракета взвелась вверх и полетела куда-то на юг. Пуск нормальный, расход 2. Ко мне пришел человек, который меня должен был сменить на дежурстве, и он сказал, что началась война. Ну вот, у него была связь, интернет, он, собственно, смотрел новости. Немного в ступоре находился первые дни, потому что я в это все не верил, в возможность войны. И, в принципе, для меня, конечно, это было шоком. Все военнослужащие черпали информацию из каких-то официальных, околоофициальных источников. Все это обсуждалось, говорилось о том, что мы успешно прошли границу, притом не пробились, не захватили что-то успешно, а прошли просто, да. И, условно говоря, ждем, пока киевская власть сдастся. Сослуживцы, они, разумеется, все это дело охотно поддерживали и разделяли какие-то преступления, какие-то возможные ошибки, они не обсуждались в принципе. Обсуждались только успехи, что, мол, мы за первые месяца, за первые недели поразили все установки ПВО украинские, все их стратегически важные военные объекты. Вот что касается фото разрушенных городов, они говорили, что, мол, это киевская власть обстреляла некоторые города Востока, Донбасса, и вот это, собственно, вот эти города. Когда я все это увидел, я, конечно, еще больше ужаснулся, потому что я понял, что вот я буквально вот соучастник вот этих преступлений. Общей численности точно я не знаю, не могу сказать. Пожалуй, в пределах 80, может даже 90 ракет. Вот этой операторской работой, по сути моей работой, занимался начальник расчета. Что касается нашей бригады, у нас, получается, было около 15 пусковых установок. Лично я с белорусами, в принципе, не общался, так получилось. Они находились рядом, там кто-то вместе с ними играл в футбол, кто-то там еще чем-нибудь занимался, да, там как-то спортом тоже занимались в свободное время. Они участие вообще, в принципе, не принимали во всей этой истории. Они на тот момент занимались, буквально учениями. Насчет Искандеров у них не было до недавнего времени. Вот, собственно, когда наша бригада уже покинула Беларусь, часть ракетных комплексов мы им передали. Получил цель 110. Принял, выполняю. Закрепить пуск за объектом поражения.
после полугода нахождения в Беларуси нас без каких-либо проблем отпустили в отпуск. Получается, поехал в Тюмень, разумеется, повидаться с родными. На тот момент я понял, что вот мне в Беларусь точно возвращаться нельзя, тем более мне нужно каким-то образом покинуть ряды вооруженных сил. А в сентябре уже началась мобилизация. И по закону о военном времени в качестве мобилизационной подготовки военнослужащим запрещается покидать вооруженные силы. Матери-то я не сказал, что я был в Беларуси и, в принципе, вот, принимал участие. То есть я ей сказал, что я на учениях в Копьяре. Говорила, что вот она была права, что не надо было мне на контракт идти. Брат, у него уже была более такая конкретная позиция, он был против войны. Мы с ним обсуждали все это. Почему я не сразу склонился к побегу за границу? Потому что у меня был допуск к секретной информации. То есть нельзя просто так взять, собраться и куда-то поехать. И я понял, что если я напрямую, например, из Тюмени двину там в Казахстан, то меня могут остановить на границе и просто арестовать. Брат мне скинул ссылку на организацию «Идите лесом», на их бот-канал в Телеграме. Ну и в этот момент они мне объяснили, что я могу, в принципе, без каких-либо препятствий выехать из России в Беларусь, а потом уже из Беларуси в Казахстан. Было ли мне страшно? Ну, не то чтобы страшно. Было такое смутное ощущение, смутное ощущение неизвестности, да, что же меня все-таки ждет. Потому что сбежать это все-таки означало возбуждение уголовного дела. Самое, что меня беспокоило, что меня терзало, это даже не мысль о расставании с своими друзьями, с родными, а мысль о том, что я, как и многие другие, ничего не смог сделать. Я оказался беспомощным в приближении окончания войны. В Смоленске я сел на электричку Москва-Минск и просто доехал до Минска. Когда я уже садился на самолет, там уже меня, разумеется, проверяли таможенники белорусские. Ну, что-то там высматривали в моем паспорте относительно долго. Не знаю, что-то их там смутило. Ну, возможно, то, что у меня была прописка при воинской части в Улан-Удэ. Вот. Но, тем не менее, меня пропустили. То же самое произошло уже в Астане. Тоже что-то там высматривали, но пропустили. Конечно, я понял, что я свободен. То есть я понял, что, ну, как минимум, российские застенки тюремные мне уже не грозят. Я не смогу вернуться до тех пор, пока вот эта вот путинская власть, она не пойдет и пока не объявят амнистию. Не поддерживаю контакт ни с кем, кто сейчас со своими сослуживцами. Я не знаю, что они говорят обо мне, какая реакция. Да, я прекрасно понимаю, что я согласно российскому закону являюсь дезертиром, предателем и там, чуть ли не самым плохим человеком. Я это все знал перед тем, как действовать, разумеется. А что такое российский закон вообще? Он вообще, в принципе, имеет какую-то силу? Он вообще, в принципе, легитимен? Ну, вопрос риторический. Насколько я знаю, пока что уголовное дело на меня не возбуждено. То есть, более того, я даже получал крайнюю зарплату. С матерью я до сих пор общаюсь. Она все знает, вот, где я, как я живу. Я работаю, собственно, по специальности своей, графическим дизайнером, типографией. Ну, что со мной будет? Да ничего такого экстраординарного со мной не будет. Буду здесь как-то жить. А что до сослуживцев моих,
если они не смогут избежать участия, не смогут покинуть армию, то их судьба очень неопределенна и очень незавидна. Долгие годы вас обманывали, вас накачивали фашистскими, человеконенавистническими идеями. Я вам вообще пожелаю вернуться к какой-то нормальной человеческой жизни. Ну а россиянам в целом я бы сказал так. Сейчас, пожалуй, единственная возможность приблизить наше светлое будущее – это объединяться. Посмотрите на своих соседей, посмотрите на своих сограждан. У них тоже есть такие же проблемы, как и у вас. Их трудовые права на работе ущемляют. Права как студентов или учителей также ущемляют, их могут выгнать за мнение. Я подумал, что высказаться публично, выразить свою позицию – это хотя бы хоть что-то, что я могу сейчас сделать. Конечно, с одной стороны, те сослуживцы мои, если это послушают, они, конечно, поймут, о ком речь, потому что беглецов не так много в нашей части. Вот. И, возможно, в этом даже и смысла особого не было. Ну, не знаю. На самом деле я точно не могу сказать. Скорее, я в принципе не хотел бы показывать свое лицо даже и при других обстоятельствах. Thank you.